Зачем звала? Игнат. Зачем звала, спрашиваю. Видеть тебя хотела, неужто непонятно? Люблю я тебя, Игнат. Да я и рада бы тебя позабыть, но не получается. Столько лет прошло, все из головы моей ты не идешь. Я и сохла по тебе, и ненавидела тебя. А потом все равно любовь. Любовь накрывала. Ну, пожалей меня, пожалей. Уедем со мной в город. Уедем со мной. Я ж тебя любить стану, как ни одна другая баба. Ни одна другая баба тебя так любить не будет. Алена. Да послушай, теперь чего я тебе скажу? Ты еще девкой малой была, а мой глаз об тебя спотыкался. А как созрела, так и вовсе глядеть на тебя только с желанием своим мужским бороться. Ну, опоздала ты, Алена, на свет родиться. Ты еще малявка была, а я уж к Катерине подбивался. А как ты мне сделку с часами предлагала? Так я и вовсе всем сердцем Катерину-то любил. Не скрою, нравишься ты мне. Ну, ничего у нас с тобой не будет. Поцелуй меня, как тогда у дома. Поцелуй. Да кончай, Алена. Да то, что у дома-то было, позабудем, а? Кабы не пьян был, да кабы Катерина на сносях не была. Подловила ты меня на моем мужском желании? Подловила. Не люблю я тебя. Никогда у нас с тобой ничего не будет. Убирайся отсюда и на глаза мне больше не попадайся! Да пусть она сдохнет, это твоя Катерина! Да пусть тебя изуродуют так, что в глаза мои на тебя никогда не глядели! Ненавижу ее! Ненавижу тебя! Ненавижу! Не верю.
Там такое в сарае. Чё? Там. Много. Еще там Урал-то. Ну ты очумела. Нет тут никого. Кого ты тут увидала-то? Ну чего молчишь-то? Чего ты нас с матерью-то посреди ночи с постели-то сдернул, а? Кричал-то, будто пожар у нас случился. Дочь, чего же это ты? А? На себя не похожа. С лица-то он вся сошла. Макар, глянь, будто с креста-то ее сняли. А ты чё, милая? А? Ты чё? Тут. Степка с Варькой согрешили. Чё? Чего они сделали? Ты по-людски-то объяснить можешь? Или нет? Или так и будешь нам с матерью голову морочить? А как бы ты заговорил, как бы такое увидал? Да я чуть от ужаса не подохла, когда их увидала. Да чего видал-то? Чего? Степку с Варькой увидала! Брата и сестрицу своих родимых увидала! Вот тут, на ватнике твоем, они лежали и любили друг друга, точно мужик с бабою! Ты что несешь, полоумная? Это я-то полоумная? Я? Это дети ваши меньшие полоумные! Видал, вот этот, как Варька под Степкой стонала, да как он ее тут вдоль да поперек! Замолчи. Я-то, конечно, полоумная. Я у тебя всю жизнь была полоумная, а твоя любимица тут на радостях перед братом ноги разжиперивала. Так посмотри на ватник! На ватник-то свой посмотри, видишь пятна? Так ты твоя любимица его кровью пометила. Хватит! Хватит! Постой! Макар! Макар! Постой! Макар! Я во всем виновата! Макар! Макар, я притащила ее в дом! Макар! Не родная она, но чужая дочь! Макар, слышь, Макар, Макар, просто я во всем виновата. Очухалась, Ася. А то давай мужа пужать. Помрет, кто помрет.
Ох, намаялся я с тобой, Евдокия, за всю свою тяжкую жизнь. Чаю что подлить? Не, полно еще. Девка нашему Лёшке ладная досталась. Я таких девок и не видал. Принцесса, а не девка. Ты видала, как она кашу ест? А как? Ложкой тюк-тюк, тюк-тюк. Словно птичка. Ложку в рот сунет и тут же рот подтирает. И интеллигентная вся такая. Да. Батя у нее офицер был. Да. Я у нас в роду, вот родясь, таких интеллигентных не видал. Вот народят они нам, Евдокия, таких вот интеллигентных правнуков. От них новый род пойдет. А там... Что такое, Евдокия? У нас во дворе, кажется, кто-то. Ты в обморок грохнись, если какой скрип у нас во дворе услыхашь. Мало ли, что там во дворе. Может быть, ведро упало. Или забор рассохся. Лукьян. Да ну тебя, ну. Ой, погоди. Чего? Погоди, Лукьян. Что такое? Да не ходи. Поди впрямь забор. Погоди, не ходи. Бог с ним забором. Евдокия. Эх, идти твою. Варвара. А ты моя. В родце твоего превеликого милосердия, о Боже мой, я вручаю тебе свое тело и душу, чувства и глаголы мои, советы и помышления мои, дела мои, вся тело и душа моей и движение, вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, представление мое, упокоение души и тела моего, Господи! Ты прости меня, Господи! Ты прости меня грешную! Ты прости меня неразумную! Господи, я беду наделала! Ты лишь детей защити моих, Господи, мужа защити, ты спаси, сохрани. И помилуй, Господи, а меня ты докажи меня, Господи, за грех мой. Ты самый страшный казнью накажи. И утоила, умолчала от мужа дурой, и от всех утоила. Ты прости лишь меня, Господи, ты прости меня, Господи. Мать, как ты могла? Столько лет от нас скрывала. Ведь как отец ее любил.
чем родную дочь любил. Ты ж змею в наш дом притащила, слышишь? Не надо. Ты же змею на собственной груди пригрела. Доча, ты не дерзай душу мою, прошу. Она мне из того в клочья изорвана. Да от кого она рождена? Да что нутро-то у нее такое гнилое, что она брата моего родного совратила. Позор-то какой. Да я даже в страшном сне представить себе такое не могла. Не надо. Это я вот так бы с Алёшкой, да? Да, говори. Господи, да что ж за день-то такой? Да лучше б я вчера в город уехала. Ты зачем ее в наш дом притащила? Ты почему скрывала столько лет? Так а де он ее увидал? Он ей так обрадовался. Так он ей обрадовался. Да кому ей? Кому? Он дочке родной обрадовался, а не девке бог знает кем деланной. Да кому слезы твои сейчас нужны? Поздно рыдать, утрись. Ты мне змею в наш дом притащила. Ты беду в наш дом принесла. Ты прости меня. Прости меня. Вы всеми простите. Простите меня. Ты прости меня. Ты прости меня. Ты прости меня. Вы всеми простите. Да перестань, мама. Прости. Перестань. Ой, крестишь всю нас. Прости. Что ты крестишь нас? Себя все крестишь, Богу все своему молишься. Прости. Ты такое сотворила. У Бога твоего глаза на лоб повылезали, когда он в сарай сегодня к нам заглянул. Иди лучше отца поищи. Больно страшно он убежал. Как бы чего с собой не сотворил. Слышь, мам! Слышь, что говорю? Мам! Мама! Мам! Мам, ты где? Мам!
Мам. Мамочка. Ангела шли, да два Господнею за собою вели, да душу грешную мимо раю то шли, да мимо светлого. Ой, поглядите-ка, да люди добрые, да посмотрите-ка, моя родимая, да что соседушки, да приближенные, да ёшка, да вона, да снарядилась, да снарядилась, да пой дороженька, лететь хочет, да вона за горы, да ёшка, за горы, да за высокою, да ёшка, за леса, да темною, да за болотничка, да за забосею. Ты до дома шла. Не гоже тебе. Брюхатым на покойницу глядеть. Степ, ты где? Все они тут. Одного его у гроба не видать. Да куда ты пропастился? Степка, ты сгинул. Еще в ту ночь, как мать померла. Где его лежак носит? Ой, Дарья, Дарья! Ой, Дашунька! Ой, бабонька! Что ж ты над собой наделала? Ты чего ж ты учинила-то, мама? Ой-ой-ой-ой. Да херувимскию, херувимскию, ангела. Она куда малехонька была. Она все в курыце с водичкой. Ножки свои мыла. Мыла их, мыла. А потом в эту водичку травку всякую разную кидала. А как-то мне и говорит: мама, ты, говорит, тот деда Ивана, у ее дед был, Иван Фомич, родитель мой. Ты, говорит, от деда Ивана сапоги-то мне дай, я в лес пойду. Евдокия, чего ты несешь? Евдокия! И шо у ее веревочка такая была. Она этой веревочкой косы себе увязывала. Ой, длинные косы-то такие были. А потом она той веревочкой себя к дереву привязала. Тихо. И сидела там. До ночи сидела. Покуда за ей дед Иван не пришел. Он уж покойный был. А пришел. Это значит, он за ею пришел. Все. Это значит, ее к себе забрать. А она в его сапогах. Валюша, уведи бабушку. Все. Давай.
Все. Опусти! Пусти меня! Пусти! Пусти меня! Пусти меня! Даша! Ой, пусти ты! Пусти меня! Пусти! Пусти меня! Даша! 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 Доча моя! Даша! Даша! Не сомневаюсь. Ну, конечно. Да ладно, сговорились. Привет. А не скажите, Выбирайте себе. Пирожки. Пироги с мясом, грибами. Пироги, баранки, свежие. Только из печки покупаем. Подходите за пирожками. Баранки, бублики, подходите. Свежие пироги, подходите. 3 рубля. Подходите. Женщина, пироги свежие. Чё ты повылуплялся-то, а? Ну чё повылуплялся? 3-й день уж ходишь, зенки свои на меня таращишь. Ну-ка, поди-ка сюда. Нравлюсь, что ли? Тебя как бы отметка красавец будешь, ой-ой. Дайте помогу, чё? Кружку молока мне зато нальешь. Жаль, что ли, охота? Охота. Ой, на, держи. Без твоей помощи обойдусь. Отец, покупай курочку. Смотри, какие. Почем курица? 2 рубля всего лишь. Отец 2 рубля, отдает. ну, 2 рубля. Давай выбирай. Если это не нравится, другую Ну, посажу, вот покажи отец. мне беленькую вот эту.
Смотри, какая наваристая, какая жирная будет. Ну, так да. Ну, 2 рубля дороговато, мне кажется. Молодец. Может, ты уступишь копеек 10? Давай 5 уступлю только. 5 копеек. Только 5. Да не знаю, ну, может... Молодец. Ну, хорошо. От сердца отрываю. Ладно, все, я понял, хорошо. Берешь? Беру. Все, хорошо. Украли! Кошелек! Только что в трубке здесь стоял. Только что в кармане был! Нету ничего. Да какой, что вам надо, гражданин милиционер? Нету у меня ничего. Гражданин начальник. Да он, смотри, нет. Он вокруг меня крутился. По полгорода в кепках. Да вы что, Да нет у меня ничего. Да что ж такое, товарищ милиционер? Средь бела дня, да как же так? Да зачем вы его отпускаете-то? Товарищ милиционер! Батя тебе каши наварила, какую ты любишь. Тебе хлеба надо? Уйди. Бать, я бы в город к Орёшке уехала, чтобы тебе глаза не мозолить. Да ну как я хозяйство-то оставлю тебе, ведь и покушать приготовить надо, и постирать надо. Уйди. Тук-тук-тук! Дом молодая хозяюшка, аль нет? Ну, горлица-то моя. Ну. Ты деда чаем напоишь? Там батя дома. Ага. Макар. Макар. Здравствуй, дед Лупьян. Здорово. Как там баба Дуня? Совсем бабка плохая. Память и разума совсем лишилась. Каждый вечер с Дашкой разговаривает. Платок наденет, разуется, босая подле печки сядет. На печку глядит и говорит. Ой, такое несет. У меня от ее бредней кровь в жилах стынет. Вчера с мужиками говорил. Крест хороший на могилу сделает. Это хорошо. Деда, вот сухари твои любимые. Бать, тебе сахар надо, ты прикус После 40 будешь? дней крест поставим. От Степана вестей нет? Нету. Ты, Варьку-то, не гноби. Загнобишь девку. Сотворит беду какую с собой. На мать-то глядячи. Не могу моей! Не смей такое говорить! Мать!
Та, которая с пеленок нянчилась, до воспитала. А ты не отец, а она тебе дочь. А если у тебя какие другие мнения, то не сметь их мне выражать. Варька для меня была внучкой и останется. И гнобить я ее никому не позволю. Варвара, собирайся. Со мной пойдешь. Авдуню проведешь. Фарту и масть. Фарту и масть? Что надо? Я что-то тебя не понял, фраер. Ты кто в наших европриглашениях выписывал? Мама моя родная, курва огородная. Ты кто же? Тот самый лопатник. Где его взял, духарик? Ты на землю его кинул, я поднял. Зашухерили на базаре? Ну, легавые шмонали. С какой такой надобностью ты мне сюда его приволок? Чего себе-то не оставил? Ну, нажрусь я до пуза на эти деньги. Костюм себе вот такой куплю. Дальше что? Работа нужна. Воровал когда-нибудь? Так. В детстве бывало. А я шлем, поц. Тухлый он, фраерок этот. Варежку захлопни и не гони на меня пустое. С деревни я родной сбежал. Вернуться туда не могу. В городе у меня тут брат с сестрой, но я скорее подохну, чем за помощью к нему обращусь. С какой деревни? Со старой шейтанки я. А я из Фрянова. С Фрянова? Так мы соседи с тобой? Садись, корешок, садись. А я же Леон Поц. А я же Леон Поц, разменяешь меня на базаре за 7 копеек. Давай, кишку набей, а уж опосля мы с тобой в делах базарить будем. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул. Ш-ш-ш. На конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул.
Ивана был. Он всегда спасал Ивана. А Иван на царевне женился. Такие вкусные, замечательные. Здравствуйте. Я до последнего надеялась, что ты придешь. Прости, был две внеплановых операции. А папа уже вернулся с работы? Лиля. Так. Что-то случилось, доктор Морозов? Ты всегда чувствуешь. Да, потому что ты в такие минуты всегда по-особенному произносишь мое имя. Что стряслось? А мне тоже можно спросить, что стряслось? Если не идет, то я могу сбегать, лучше бы бакалейном нам купить. Ты хитрый какой. Булочек в бакалейном. На, держи. Только давай быстренько. Мы тебя будем дожидаться у углу больницы. Да быстренько! Да очень быстренько! Бельский мне сегодня предложил. Леша, любишь ты паузу выдержать? Хорошо, я продолжу вместо тебя. Возглавить вместо него больницу. Лиля, Да? а ты откуда знаешь? Леша! Я знала это, когда я увидела тебя в первый раз. Поздравляю тебя, мой любимый доктор Морозов. Ну, подожди, еще рано. Он только предложил, а решение принимать не ему. Они должны как-то посоветоваться. Все решится, Леша. Ты будешь возглавлять больницу. Здрасте, тетя Бутрян! Здорово, Варюха! Как там у вас дела с батей? Коль подмога какая затребуется, так ты скажи, завсегда подсобим. Спасибо, тетя Бутрян! Справляемся пока? А ну-ну! Здрасте. Здравствуй, Варя. Здравствуй, Сань. Что ты все стороной меня обходишь? Пойдем завтра погуляем. А в воскресенье у матери у моей именины, так ты приходи. Здрасте. Варька. Здравствуй, Варька. Мать стол большой накроет, гостей с полдеревни соберет. Приходи. Тебе в люди выходить надо. Можно уже тебе немного поразвлечься-то. Время сколько минуло уже? Да не могу я, Сань. Пойти рубашки починить надо будет. Да и в сарае я так-то прибраться хотела. Ну а погулять? Пойдешь со мной погулять? Я ведь руки сейчас распускать не посмею. Я ведь подожду, покуда ты в себя придешь. Погуляем завтра? Не могу я. Нет, Сань, пусти ты меня. Завтра же нет. Председателя видала. Сказал, в понедельник собрание колхозное будет. Велел, чтобы мы с тобой вместе приходили.
Слышь меня, бать. Так сказал вместе. Один пойду. Ты на кой кофту эту нацепила? Мамин кофта. Да моя поистрепалась совсем. Вот я эту достала, да и надела. Не смей брать ее вещи. Бать. Какой я тебе батя? Какой я нахрен тебе батя? Был я тебе батей, покуда ты жену мою в могилу не упекла. Варь, погоди, я вот тут к отцу твоему зайти хотел. Варь, остановись! Варь, выходи за меня замуж. Нет. Варь, я ж тебя... Нет, Санечка. Нельзя мне теперь замуж. Чего ж нельзя-то? Варя, чего нельзя, Варя?